Пришел мой первый заказ в тему. Давайте вместе распакуем его. Я очень рада, что нашла то, что так давно искала, ну и, конечно, ребенок не остался без игрушки. Мне очень нравится делать для вас различные мастер-классы и экспериментировать. И вот, наконец, я нашла ту самую пряжу. Это толстая пряжа, которой можно вязать только руками, но она необычная. Я заказала эту пряжу у двух разных продавцов, проверить, есть ли отличия. У первого продавца я заказала светло-фиолетовый моток весом полкилограмма, а у второго продавца я взяла два цвета, синий и красный, также весом полкилограмма. А вся особенность этой пряжи в том, что она бархатная. И она оказалась не только красивая, но и очень приятная на ощупь. Я не могла насмотреться и перестать трогать ее. Также очень понравился выбор цветов. Посмотрите, какой красивый и насыщенный красный. Мне было сложно найти такую пряжу в другом месте, особенно по приятной цене. Большим плюсом тему является то, что у них бесплатная доставка на все товары, а также бесплатный возврат товара в течение 90 дней, если что-то не так. Первый свой моток я заказала за 228 молдавских лей, это примерно $13. Есть 12 разных цветов на выбор, все очень нежные и красивые. А также две опции, чтобы выбрать вес мотка. Если взять большой моток на килограмм, то цена уже будет 450 лей, это примерно $25. У второго продавца цена одного мотка была 238 лей. Это чуть больше $13, то есть цена у продавцов почти одинаковая. Длина мотка указана 20 метров. Отличия между пряжей у разных продавцов я не заметила, а наоборот, в обоих случаях была приятно удивлена, так как качество супер и товар выглядит один в один, как на картинке. Я оставлю в описании ссылки на все товары, которые я заказала, и покажу в этом видео. А также сотрудники тему связались со мной и дали уникальный код для моих зрителей. С помощью этого кода вы сможете заказать один из товаров с 70% скидкой. А также, если вы установите приложение тему по ссылке в описании, вам дадут в подарок набор купонов на сумму в $100. И раз уж я столько говорю про эту пряжу, давайте я покажу вам, как быстро и просто сделать модный аксессуар только руками. Берем нашу бархатную пряжу, таким образом делаем петлю, затем продеваем в нее еще одну петлю и затягиваем. И дальше мы будем продевать и формировать новые петли, чтобы у нас получилась цепочка из воздушных петель. Момент, на который нужно обратить внимание, это стараться делать петли одинакового размера, так узор будет смотреться красивее. Я проделала так цепочку из 4 воздушных петель, а пятая петля осталась открытая. Далее вокруг этой косички нужно вытянуть новые петли для первого ряда. Одна открытая петля у нас уже есть, ее пропускаем, а начиная со второй, за боковые стенки косички, продеваем и вытягиваем новые петли, также стараясь сделать их одинакового размера. Есть 4 открытые петли с одной стороны, далее разворачиваюсь и продеваю еще 4 петли с другой стороны, также за вот эти боковые стенки косички. После чего я вытянула все петли, я немного распрямляю их, чтобы они полностью проделись. И вот что должно было получиться: 8 открытых петель по кругу. Перед тем, как продолжить, я переворачиваю вязание и прячу кончик, продевая его в эти соединения между петлями. Оставшийся маленький кончик можно пришить. И начинаю вязать первый ряд. Я буду продевать новые петли таким же образом, как продевала до этого. Только теперь я их продеваю не за боковые стенки косички, а в имеющиеся открытые петли. Так я продеваю 4 петли с одной стороны, затем разворачиваюсь и еще 4 петли с другой стороны. Готов мой первый ряд. Вот что должно было получиться. И дальше я продолжу так продевать по 8 петель в каждом ряду. По кругу всего 4 ряда. Вязание будет немножко скручиваться и становиться непонятным, но потом мы его вывернем. Я провязала 4 ряда, вот как мое вязание пока что выглядит на лицевой стороне. Если заглянуть внутрь, то вот такой у нас рисунок. Находим внизу начальную цепочку из воздушных петель, от нее вверх считаем 1, 2, 3, 4. 4 закрытых ряда и 5 с открытыми петлями. Далее выворачиваем вязание на лицевую сторону. Так наше изделие должно выглядеть на лицевой стороне, и это будет маленькая сумочка. Дальше мы отрезаем нашу пряжу, оставляя кончик длиной примерно 40-50 сантиметров. На такую сумочку ушло примерно пол мотка пряжи, вот что у меня осталось. Ну а дальше я беру кончик и продеваю его через открытые петли по кругу. Сначала продеваю через первые 4 петли, затягиваю и добавляю фурнитуру. У меня это вот такой прямоугольник, за который я буду крепить ручку сумки, также можно взять и круглое что-то.
Затем продолжаю продевать кончик через оставшиеся 4 открытые петли. И затягиваю. Распрямляю и поправляю петли, чтобы они красиво легли. И добавляю второе крепление для ручки. И далее иду по второму кругу и продеваю еще раз кончик уже через все 8 петель. После этого вывожу кончик внутрь сумки, делаю аккуратный узелок, чтобы закрепить, и затем оставшийся кончик можно спрятать, продев петли или зашить. И осталось закрепить ручку сумки. Мне кажется, сюда идеально подойдет вот такая жемчужная ручка. Такая маленькая и очень красивая за счет своей бархатности получилась сумочка-аксессуар. Для сравнения покажу вам сумку побольше, которую я вязала раньше, также из толстой пряжи, но она обычная, не бархатная. Это пряжа Янард Marshmallow, и мне кажется, она идет чуть толще. Хочу отметить, что из бархатной пряжи было вязать проще. Петли проще продевались и скользили. Ну ладно, вернемся к распаковке. И следующее, что я заказала, это опять пряжа, которой можно вязать руками, но она плюшевая. Также я ее давно везде искала, так как в наших местных магазинах пряжи такой толстой нету. Один моток также имеет вес 500 грамм. Цена одного мотка 231 лей, это примерно $13. И есть 6 цветов на выбор. Чаще всего из такой пряжи делают плед, для этого понадобится больше мотков, но я постараюсь сделать что-то быстро и интересно и из одного мотка. Начинаю вязание по такому же принципу, как делала бархатную сумку. Затягиваю начальную петлю, а дальше продеваю новые петли, чтобы сделать цепочку из воздушных петель, также стараясь сделать петли одинакового размера. Так я сделала цепочку из 8 воздушных петель, и у меня получилась уже такая более длинная косичка. И теперь я также буду вытягивать новые петли за боковые стенки косички, но только с одной стороны. Первая открытая петля уже есть, а начиная со второй продеваем за боковые стенки и вытягиваем новые петли. Я продела все петли до конца, и так у меня получилось 8 открытых петель для первого ряда. Далее в них начинаю вязать. Также продеваю пряжу, создавая новые петли. Здесь мы уже будем вязать не по кругу, а поворотными рядами. Таким получился мой первый ряд, и дальше я продолжаю вязать точно так же, только уже в другом направлении. Если вы хотите сделать себе из такой пряжи плед, то он вяжется по такому же принципу. Просто набираете более длинную начальную цепочку из воздушных петель для той ширины пледа, которой вы хотите, а затем вяжете в длину. Ширина моего изделия на 8 петель примерно 20 см, и в длину я провяжу примерно 60 см, так как хочу сделать шарф-снуд в один оборот. Вязание получается очень плотное, так что и в один оборот снуд будет объемный. Таким получается рисунок на лицевой стороне, а таким на изнанке. Вы можете примерять и смотреть, какой длины полотно нужно вам, а затем мы его складываем таким образом изнанкой вверх. И будем продевать оставшиеся открытые петли с последнего ряда в петли первого ряда. Продеваем открытую петлю в середину закрытой петли первого ряда. Вот так вот вытягивая, чтобы она осталась на изнаночной стороне. Так продеваем все 8 петель. Когда делаете последний ряд, можно вытянуть эти петли чуть подлиннее, чтобы потом их было проще вот так продевать. После этого разворачиваемся, поправляем петли, чтобы они полностью проделись, и проверяем, чтобы были все 8 петель на месте. А затем идем в начало ряда, где нет кончика, и начинаем эти петли закрывать, продевая одна в другую. Так продеваем и закрываем все петли до конца ряда, а в последнюю открытую петлю выводим кончик и пришиваем его. После этого выворачиваем снуд на лицевую сторону и примеряем. Пряжи на такой снуд понадобится совсем немного. Думаю, если бы я довязала свой моток до конца, получился бы длинный красивый шарф. Ну а результатом я очень довольна. А как вам такой снуд? И есть еще один вариант, как можно его носить. Если верхнюю часть вот так немножко согнуть, то получится манижа. Такой вариант мне понравился даже больше. Очень красиво смотрится вот эта изнаночная сторона. А какой вариант больше нравится вам? Моя распаковка продолжается. Следующее, что я заказала, это такая блокировочная доска для вязания спицами и крючком. Но чаще всего ее использую для бабушкиных квадратов. Цена такой доски 334 лея, это примерно $18. Ее параметры 23 на 4 на 23 на 4 сантиметра. Бывает еще средний и маленький размер, но я хотела самую большую. В комплекте также еще идет крючок, он двухсторонний, 4 и 5 размер. Дальше у нас идет вот такая подставка, 10 стержней из нержавеющей стали, ну и сама доска, деревянная и очень красивая.
А так она выглядит на подставке. Очень, кстати, удобно и занимает мало места. Я очень давно ее хотела, так как обычно довязываешь свой бабушкин квадрат, и он где-то там валяется, скручивается, теряет свою форму или вообще пропадает. Бывает и такое. А теперь с помощью доски и стержней квадраты можно красиво складывать и хранить. Также, находясь в таком ровном аккуратном положении, они будут хорошо держать форму. И потом будет проще их сшивать между собой. Красота! Теперь можно вязать дальше и каждый раз добавлять сюда новый квадрат. А еще доску можно использовать в качестве подставки для демонстрации своих вязаных изделий. Мне очень нравится, что из-за большого количества отверстий можно добавлять квадраты любого размера. В принципе, даже круглое изделие, как салфетку, можно будет на нее зафиксировать. У меня в планах сделать кардиган из бабушкиных квадратов вот такого большого размера. В общем, я довольна. А дальше у меня довольно большая коробка, так как все мои заказы и большие клубочки нужно где-то хранить. И я заказала себе шкаф-органайзер, который легко и просто собирается и разбирается. Цена такого шкафа 871 лей, это примерно $48. Но цена варьирует в зависимости от того, сколько таких вот этажей, контейнеров. Можно взять 3, 4, 5 или 6, а также ширина 46 или 55 сантиметров. Я взяла ширину 55 и 4 контейнера. Посмотрим, если действительно все так легко и быстро собирается и что в итоге получится. Также в комплекте идут 4 колесика и ручки шкафчиков. И оказалось все действительно просто. Нужно поднять боковые стенки, переднюю и заднюю и соединить. И получается вот такой шкафчик. В моем случае это мой первый этаж. Дальше достаю следующую деталь и просто ставлю сверху. И продолжаю точно так же собирать. Материал шкафа пластик, но смотрится очень симпатично. Удобно тем, что он получается очень легкий и вместительный. Процесс сборки мне понравился, так как не понадобилось никаких дополнительных материалов. Собирается быстро. У меня остался последний, 4-й мой этаж, и он идет с верхней крышкой. Я его точно так же собрала и добавила сверху крышку. А еще по бокам есть вот такие крепления. Я сначала думала, что это ручки, но на самом деле они соединяют этажи между собой. Дальше я добавила ручки. Тут также не понадобились никакие инструменты, ничего не нужно было вкручивать, просто добавить крепление. И теперь у моего шкафчика вот такие симпатичные ручки. А это уже готовый шкаф, результатом я довольна. Долго он, конечно, не пустовал, я уже положила свою пряжу из петель и новые моточки. Правда, потом я заметила, что у меня остались еще детали, и это оказались вот такие магнитные крепления. Я их также легко и просто зафиксировала и заметила, что на дверке есть вот такие гвоздики, так что теперь они будут хорошо держаться. Оказалось, что я также забыла про колеса, так что я разобрала один этаж своего шкафа и добавила их. 2 колеса идут с стопом. Я просто продела их в имеющиеся отверстия, они еще вот так вот крутятся, и теперь мой шкаф полностью готов. А дальше будет самая долгожданная распаковка. Это игрушка для моего сына. Он очень любит играть с удочками и рыбками, и я ему заказала вот такую необычную рыбалку. На самом деле мне и самой было интересно попробовать, так как отзывы были очень хорошие. Стоимость игрушки 183 лея, это примерно $10. Я взяла самый дешевый вариант, там есть опции и подороже. В наборе идет сама игра, удочки, наклейки и инструкция. Также для игры нужны 2 батарейки, в комплекте их не было. Я добавила свои. В наборе идут 4 удочки и указано, что в игру могут играть от 1 до 4 человек. Включаем и проверяем. Платформа с рыбками начала крутиться, и они по одной выскакивают и открывают рот. Нужно успеть поймать. У меня, если честно, получилось не сразу. Игра действительно классная, раньше я таких не видела. Она еще и музыкальная. Играет приятная музыка и очень интересный звук, когда рыбки открывают и закрывают рот. Но посмотрим, понравится ли эта игрушка главному заказчику. Рыбки и игра ему очень понравились. Он сразу понял принцип игры, и иногда у него получилось даже лучше, чем у меня. Как я и говорила, я заказала самый дешевый вариант, чтобы вообще посмотреть, что это такое. А заключается он в том, что в моей игре идут 15 рыбок. Есть также опция на 24 и 45. Принцип игры остается такой же, там также крутится платформа, только больше рыбок. Получается, игра отличается по размеру и по цене. Вот как выглядят варианты побольше.
Я очень рада, что ребенку игра понравилась. Ему понравилось как ловить, так и ставить рыбки обратно. И если подвести итог, что я могу сказать? Своим первым заказом с тему я очень довольна. Ожидания и реальность совпали.